И вот мы в поле. И в поле-то как раз не случайно. Потому что мы будем разгонять вот этот агрегат. Газ. Раз, два, три, до безумной скорости попробуем примерить на себя лавры американского блогера, который разогнал Феррари до такой скорости, что она у него сгорела. Сегодня мы будем делать то же самое, только с газ Это интересный агрегат. Самая интересная штука у него это вот это. Это, видимо, сделано для того, чтобы вытыкать глаза. И все. Так что с этой штукой надо быть осторожней. Другая самая интересная штука у него это колеса. Их здесь 12. 2 спереди, 4 сзади. И опа! Еще 2 запаски. А еще у него есть демультипликатор. То есть он может скорость повышать, а может и понижать. При условии бездорожья. Эта машина отличается от обычной полуторки тем, что у нее длинный капот, чтобы поместить сюда толстый радиатор. Условия, для которых предполагалось, что эта машина будет эксплуатироваться, были тяжелые. И для того, чтобы ее хорошо охлаждать, нужен был уже не обычный, а толстый радиатор. У него почему-то свой бампер. Отличается от обычной полуторки. Видимо, так решил дизайнер. Все остальное очень похоже. Крылья, фары, решетка радиатора, салон. Все очень похоже. Кузов другой, он отличается. У него есть необыкновенный ящичек. Очень длинный. Туда можно положить что-то, ну, очень длинное. Не знаю для чего. Ну, лопату. Ну, тут две длинные лопаты можно положить. Вот. Чтобы достать запаску, нужно открутить вот этот вот механизм. И можно ее после этого достать. Здесь очень сложная система распределения усилий на задние колеса. 2 ведущих задние оси. Торсионы. Куча торсионов. Плюс еще привод на механические тормоза. И все это работало, видимо. Раз выпущено 37 тысяч таких машин до войны. До 43-го года. После 43-го не выпущена ни одна. Потому что завод-то разбомбили. Ну что? Нас ждет поле. И мы должны на этом поле разогнаться. Посрамить американского блогера на Феррари. Мы будем разгоняться на ГАЗ 3А. Осторожно, эта штука. Она специально сделана для того, чтобы вытыкать глаза. Ой, с моим 43-м размером тяжело поместиться. Так, электростеклоподъемники практически. Поворачиваем ключ. Да елки. Включаем мультипликатор. Регулируем холостой ход. Слушаем опережение, зажигание. Вот так. Все на слух. Ну что, как говорил известный космонавт, поехали! Беспокоился, что тут будет очень тихо, шум ветра будет слышно. Тут слышно только шум мотора, и мы едем на полуторке. Мы пытаемся ее разогнать до бешеной скорости.
Как на ней ездили раньше, это ужас! Очень шумно! Все трясет! Некомфортно совершенно! Но мы пытаемся выполнить нашу задачу разогнать машину до максимальной скорости. 4-я. Все, это предел. Можно включить демультипликатор. Выжимаем. О! Это максимальная скорость! Здесь самый главный орган управления — это руль и коробка передач. И больше здесь ничего нет. Есть ключ, которым поворачивается зажигание. Есть указатель уровня топлива. И есть суточный пробег и зачем-то амперметр. Но это мы, чтобы знали, заряжается аккумулятор или нет. И больше ничего здесь нет. Есть только ты и машина. Такая железная машина. А самое главное, да, в этой машине есть классная вещь — демультипликатор. Можно включать пониженную передачу, и вместо 4 будет еще. И можно включать повышенную, и вместо 4 будет еще. Бензин в карбюратор поступает самотеком из бака, который находится прямо перед водителем. Дворник здесь пневматический. По сравнению с телегой это, наверное, огромный шаг вперед. Просто колоссальный. По крайней мере, ты сидишь уже в карете. Но почему-то очень шумно.